Ladies and gentlemen, the Mahavishnu Orchestra. Если попробовать описать двумя словами творчество этого коллектива, вполне подойдет словосочетание «очень сложно». Музыка Махавишну Оркестра представляла собой умопомрачительную по трудности восприятия смесь из джаза, рока, фолка, психоделии, индийских мотивов и фанка, приправленную изрядной долей импровизации. Но несмотря на такой некоммерческий подход к творчеству, альбомы группы регулярно оказывались в различных хит-парадах на достаточно высоких позициях. Гитарист Джон Маклафлин родился в 1942 году в семье английских профессиональных музыкантов. Уже в детстве он научился играть на фортепиано, а затем, наслушавшись блюзов, взялся за гитару. В 18 он приезжает в Лондон, где начинает свою карьеру сессионного студийного гитариста. В 1963-м с музыкантами будущей знаменитой группы Крим, басистом Джеком Брюсом, барабанщиком Джинджером Бейкером, а также вокалистом, органистом и саксофонистом Грэмом Бондом, Маклафлин образует сначала Грэхэм Бонд Квартет, а позже The Graham Bond Organization. В репертуаре ансамбля было много всего стилистически разного, от бит-попа до набирающего популярность в Англии ритм-блюза. В январе 1969-го Маклафлину выпадает шанс записать дебютный сольный альбом. К этому времени музыкант последовательно углубился в современный джаз. Его дебютная работа – это взгляд англичанина на тенденции, происходящие в этой музыке. Это время – самый расцвет свободного джаза. Первая работа музыканта близка как раз к этому направлению. Неожиданно его известность в лондонских джазовых кругах выплескивается за океан. Говорят, что исторический приезд музыканта в Нью-Йорк был связан с тем, что Тони Уильямс, участник второго великого квинтета Майлза Дэвиса, во время гастролей ансамбля по Европе был очарован игрой гитариста на одном из джемов в клубах Лондона, после чего сделал Джону предложение переехать в Нью-Йорк, чтобы присоединиться к его только формирующемуся джаз-рок коллективу Lifetime. Но есть еще одна любопытная история, связанная с переездом Маклафлина. Дело в том, что после звонка Тони радость Джона сильно омрачила отсутствие денег на перелет до Нью-Йорка. И здесь на выручку приходит случай. Его давний партнер по Graham Bond Organization, басист Джек Брюс, будучи к этому времени в достаточной степени обеспеченным, благодаря феноменальной популярности группы Крим, где он наравне с Джинджером Бейкером и Эриком Клэптоном был полноправным участником, реализовывал в это время свою мечту. Записывал свой первый сольный джазовый альбом. Уже во время работы над альбомом он, случайно встретив Джона и узнав от него о том, что он был вынужден отказать Тони Уильямсу из-за нехватки средств,
Джек предлагает гитаристу присоединиться к работе над своим альбомом в студии, заработать тем самым на билет до Нью-Йорка. По приезду в Нью-Йорк Джон оказался в студии на записи очередной пластинки самого Майлза Дэвиса. Так получилось, что именно в это время Майлз экспериментировал со сплавом джаза и рока и активно искал гитариста. Результатом сотрудничества стала первая в мире фьюжн-пластинка. Что это, если не дьявольское везение? Следующий 70-й год принесет Джону новые возможности. Во-первых, ему предстоит поучаствовать в создании бестселлера, по-настоящему запустившего фьюжн-революцию, записи альбома Майлза Дэвиса «Beach Brew». А после Джону представится возможность записать свою версию сплава. Он записывает пластинку. И это уже его вторая сольная работа. Самое время рассказать об увлечении Джона индийскими духовными практиками. Конец 60-х – это времена хиппи. В Англии это движение было окрашено прежде всего интересом к индийской культуре как наиболее близкой британцам, так как Индия долгое время была главным украшением колониальной короны Британской империи. Сами Битлз брали отпуск, чтобы окунуться в духовные индуистские учения. Не исключением стал и молодой Джон. После переезда в Америку этот интерес станет причиной знакомства с индийским гуру Шри Чинмоем, проповедующим в Нью-Йорке. С 70 до 75 года музыкант станет духовным учеником проповедника, получив от него духовное имя Махавишну, абсолютный защитник и хранитель Вселенной. Определенно, знакомство с гуру и духовные практики повлияли на творчество Маклафлина. Теперь в его музыке появляются две очень важных черты: опора на индийскую модальную музыкальную концепцию и нарочитая одухотворенность музыки. Первым альбомом в новом ключе станет релиз 70-го года. Следующая работа приписывается сольной дискографии Маклафлина. Но это не так. На самом деле, запись организовал саксофонист Джон Цурман. Но в группе на записи вообще не было лидера. Позже, когда пластинка уже была готова к выпуску, продюсеры предложили выпустить ее под именем Маклафлина, так как его имя на обложке гарантировало большие продажи. Так как все роялти были все равно поделены поровну между участниками, удалось достаточно легко прийти к этому компромиссу. Наконец пришло время для группы Махавишну Оркестра, популярность которой имела взрывной рост. Уже после 2 недель успешных выступлений группа подписала контракт с Columbia Records и засела в студии. Проанализировав явление, можно назвать причины столь бурной популярности музыки ансамбля. Маклафлин первым поженил джаз с хард-роком. До этого джазовые музыканты опирались исключительно на его психоделические оттенки. А какие главные отличительные черты хард-рока? Правильно, опоры на рифы и скоростные гитарные пассажи в соло. Всего этого в новой версии Fusion от Махавишну в избытке.
Более того, джазовые музыканты в силу своего профессионального уровня задрали эту планку на недосягаемую высоту, что позволило фьюжн-ансамблям продолжительное время конкурировать с рок-группами на одной сцене. Но кроме всего этого, стоит отметить нарочитую одухотворенность музыки под влиянием духовного наставника Шри Чинмоя. Дебютный альбом — это уже классика. А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов, а в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Также веду страницу на Яндекс.Дзене. Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там. Все ссылки оставил в описании под видео. Группа активно начинает гастролировать. И только в январе 1973 года выйдет второй альбом. Но уже в июне, в процессе записи следующей пластинки, группа распалась. Причиной стали натянутые личные отношения участников группы, усиленных усталостью от жесткого гастрольного графика предыдущих 2 лет и личных амбиций участников коллектива, подпитанных стремительным ростом популярности группы. После этого Маклафлин еще раз глобально сместит акценты в музыке фьюжн уже со вторым своим коллективом, ансамблем Шакти. В него вошли исключительно индийские виртуозы. Сам Маклафлин играл на акустической гитаре, специально на заказ изготовленной ему компанией Gibson. Отличительной чертой инструмента стало добавление еще 7 струн, натянутых на деке под 45 градусов, к основному строю и скалопированные лады, имитирующие накладку индийского инструмента. Музыканты рассаживались на сцене как настоящие индийские музыканты в позе лотоса, что добавляло аутентичности. В 1975-м у ансамбля выйдет дебютный альбом. Ну а в 1974-м Маклафлин пересоберет Махавишну оркестра. С новым составом, усиленным Лондонским симфоническим оркестром, будет записана пластинка, которую спродюсирует сам великий и ужасный Джордж Мартин, бывший продюсер Битлз. 1975 год подарит второй альбом нового состава. Но на контрасте с Шакти музыка электрического Махавишну оркестра звучит нарочито как хард-рок. Музыка оркестра на пике своего развития. В альбоме все хорошо. И концептуальная стройность, и стремительные инструментальные партии. В следующем году выйдет студийный альбом Шакти. Альбом начинается демонстрацией Кона-Кола, индийской ритмической музыкальной концепции. А вот уход Маклафлина из-под крыла Чинмоя постепенно начинает оказывать влияние на творчество музыканта. Теперь его музыка постепенно начинает становиться более светской. Какое-то время проекты Махавишну оркестра и Шакти будут катиться по инерции.
но в глубине уже зреют новые идеи. В 1976-м выйдет последний альбом Махавишну оркестра второго состава. И здесь заметны явные признаки потери духовного фокуса. Теперь музыка больше не напоминает гимны Всевышнему. По сути, новая музыка на пластинке – это рядовой фьюжн середины 70-х, написанный не без остроумия, но уже не такой стройный и цельный. И на этом история Махавишну оркестра будет поставлена на паузу на долгие годы. Закончит свою первую инкарнацию и ансамбль Шакти, выпустив второй студийный альбом в 1977-м. После распада двух своих основных коллективов Джон запишет свой четвертый по счету сольный альбом. Музыкальный материал альбома уже напоминает эхо прошедших бурных лет начала и расцвета музыки фьюжн. Не знаю, как именно влиял на Маклафлина Шаричин Мой, но неожиданное преображение музыки Маклафлина до самой влиятельной музыки поколения в 1971 году и такое же неожиданное возвращение ее в ряд тривиальный после разрыва отношений в 1975-м говорит нам о том, что не все здесь чисто. И словно для того, чтобы подтвердить эту мысль, в 1979-м выйдет альбом нового проекта Джона. Музыка мало отличается от того, что делали большинство джазовых музыкантов того времени. Тогда мода на прогрессивную музыку, в том числе и фьюжн, резко пошла вниз. И музыкантам приходилось искать новое звучание, чтобы удержаться на плаву. И Маклафлин теперь и на сцене выглядит как обычный джазмен своей эпохи. Никаких больше белых этнических одеяний и необычного вида гитар. Справедливости ради нужно отметить, что после бурного десятилетия 70-х относительное затишье в карьере Маклафлина объясняется его переездом в Европу. Все же центром мировой джазовой музыки и сейчас является США. После участия в гитарных трио, начатых с Ларри Корилом и знакомством с фламенко-гитаристом Пако де Люсия, сольное творчество Джона какое-то время будет тяготеть к слиянию джаза и фламенко. В 1981-м выйдет альбом, пронизанный новой эстетикой. Этот альбом будет записан с местной группой, среди участников которого будущая пассия Джона Катя Лабек, ставшая его соратницей на ближайшие годы. В это время вышла гитара Roland J303. К этому инструменту не остались равнодушные Дэвид Берн, Джефф Бек и сам Джон Маклафлин. Ради него он возродил Махавишну оркестр, только зачем-то опустил оркестра. Стоит отметить, что самая главная проблема этого и следующего альбома в том, что они именуются как Махавишну. Тут мало влияния индийской музыки, вместо скрипки тут саксофон, и в скорости и экспрессии явно сбавили. Да, это все еще интересная и хорошая музыка, но из-за того, что альбомы 80-х вышли под именем Махавишну, вы невольно сравниваете с прошлыми работами. Если бы Джон назвал группу не Махавишну, а, допустим, Джон Маклафлин Бэнд, то вопросов бы не было. В 1987-м выйдет второй альбом. Группа по звучанию продолжит развиваться в ранее заданном направлении электрофьюжн. Но главной работой десятилетия для гитариста станет
Средиземноморский концерт. Пожалуй, это главный из многочисленных ответов джазовых музыкантов испанскому композитору Хоакину Родриго и его аранхуэсскому концерту для гитары с оркестром. Естественно, партнером-пианистом выступила его подруга Катя Лабек. На этом увлечение звучанием фламенко для гитариста не исчерпано, но пик его определенно достигнут. В 1989-м он собирает новый ансамбль «Джон Маклафлин Трио». Ансамбль станет главным концертным коллективом гитариста на ближайшие годы. Кроме тембра акустической гитары, Джон использует MIDI-преобразователь и подключаемые синтезаторные тембры, и в отличие от проекта Шакти, использует не сугубо индийский набор перкуссии и даже играет на традиционной барабанной установке. Впрочем, и басист тоже не отстает, используя двухгрифовый инструмент, совмещая игру на ладовом и безладовом басе. Трио оставит после себя 2 пластинки. Следующим основным коллективом гитариста станет еще одно трио, и Джон в очередной раз заметно изменит стиль игры на своем инструменте, перейдя на джазовый арктоп. Арктоп — это полая джазовая гитара со звукоснимателем. Если вы посмотрите видеоархивы выступлений джазовых бэндов 50-х и даже 60-х годов, в составе которых была гитара, то почти наверняка увидите в руках гитариста арктоп. В общем, возвращаясь в лоно традиционного джаза, Джон заново переизобретает себе новый джазовый звук. Слегка мягкий и мутный, и немного как будто не настроенный, максимально похожий на тембр духовых инструментов. Название нового трио — Free Spirits. «90-е — странное время для джаза. Все самое интересное в это время происходило в лоне электронной музыки и альтернативном роке. Но джаз постепенно выплывал из ямы, которую выкопала ему музыка 80-х. В это время начинаются всевозможные реунионы групп предыдущих эпох, и Маклафлин не избежит коллабораций со старыми звездами, но, к чести музыканта, везде он будет стремиться не повторяться и идти вперед. Музыкант с содержимой настойчивостью будет вести творческий поиск именно в этом сегменте джаза. Так или иначе, но альбом 1997 года дал старт этим экспериментам. Следующим эпохальным воссоединением станет альбом «Шакти». Правда, в одну воду нельзя войти дважды, и это Маклафлин уже понимал. Поэтому проект назовут «Вспоминая Шакти». В общем, справедливо назвать эту коллаборацию новым ансамблем, чем он, конечно, и являлся по сути. Ансамбль, слегка меняя составы, просуществует несколько лет и оставит после себя небольшую дискографию. После длинного многолетнего турне Маклафлин, видимо, истолковался по звуку акустической гитары
и следующую свою студийную работу он посвящает исключительно ей. В альбоме 2003 года музыкант напишет трехчасный концерт для гитары с оркестром. В 2006 у Маклафлина выйдет следующий электрофьюжн альбом. Он создавался целых 3 года, и Маклафлин ставил себе сверхзадачу – создать новое индустриальное звучание. Музыка получилась мало похожа на революцию, но альбом также нельзя назвать и проходным. В принципе, получилась плотная и достаточно насыщенная идеями музыка, пусть уже и несколько немодная. В 2009-м Чик Кориа после успешного реюниона группы своей молодости соберет новый проект специально, чтобы совместно поиграть с Маклафлином. В течение года музыканты проедут по всему миру с концертами, а в 2010-м получат премию Грэмми в номинации «Лучший джазовый альбом». После Маклафлин запишет альбом с коллективом «Четвертое измерение». Стилистически новая группа продолжит играть музыку в стиле электрофьюжн и развивать идеи, сформулированные Маклафлином еще в альбоме 2006 года. Закончить рассказ о творчестве Джона я бы хотел последней на сегодняшний день его полноформатной студийной работой. Выпущена в свет она была в 2021 году. По стилистике работа уже отличается от музыки последнего бенда-гитариста в более мейнстримовую сторону. Невероятно, но Джон Маклафлин до сих пор здравствует и отметил этой зимой 81 год жизни. Главной заслугой музыканта можно считать его революционный подход при сплаве джаза и рока в начале 70-х и повернуть основной вектор развития стиля в сторону лидирующей электрогитары. Кроме этого, стоит отметить, что Джон на протяжении всей своей творческой жизни старался не оглядываться назад и постоянно развиваться. Даже, казалось, ностальгические проекты совсем не были ретроспективными. В каждом из этих проектов Джон искал новые пути для самореализации. Да и последнее его детище говорит нам о желании музыканта создавать что-то новое, нежели почивать на лаврах былой славы, участвуя в бесконечных реюнионах.